Если у вас насос вообще не работает, не то что не качает, гудит, просто не продает признаков жизни. Первым делом проверьте обмотки. Вот. У вас должна быть показывать какое-то сопротивление. Ну, вот я поставил сначала на прозвонку. Она должна была звониться. Видите? Никакой реакции вообще. То есть, соответственно, обмотка электромагнита, она прервана. То есть, скорее всего, где-то сгорела обмотка. Нет контакта. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я постараюсь оживить вот такой вот вибрационный насос. Это Вихрь. VH15H. (18 литров в минуту), 72 метра максимальное поднятие, 280 ватт. То есть принесли мне на дачке знакомый, говорит, вот сломался, короче, не делает, все весь ржавый, нам не нужен нифига, короче. Хочешь, бери. Вы знаете, да, я, наверное, рассказывал в других видео. Люблю что-нибудь делать, пытаться починить. Ну, мне просто интересно даже сделать. Тут постараюсь сейчас его сделать. Ну, и получится сделать, значит, будет запасной куда-нибудь, значит, для полива, еще куда-нибудь. Так, что сейчас надо будет сделать? Ну, тут я уже посмотрел, ничего не осталось, никаких шлицов. Все стерты, все ржавое. Надо будет его располовинить. Но для этого надо будет сейчас эти, наверное, вот так вот срезать шляпки болтов. Это крышка, ну, половинка верхняя снимется. Он у нас вот так, да, это с нижним забором. Крышка снимется, и постараемся попшикать ВДшкой и вот выкрутить эти вот остатки болтов. То есть нам надо будет сейчас его располовинить. В общем, сейчас берем болгарочку. Вот моя болгарочка, которую видели, наверное, видео. Я менял смазку в ней. Ставил шлюз трипоид. Нормально, кстати, работает. Сколько вот уже я делаю. В общем, сейчас будем резать шляпки. Вот я срезал болты, да, располовинил. Так, ну это мембрана целая. Здесь так, визуально вроде тоже целая мембрана. Вот тут вот, где электромагнит, вот мне не нравится небольшой скол. Этот защитный пластик, который был здесь. Вообще, как бы по логике вещей, надо проверить. Как мы знаем, да, работает, ну, кто не знает, объясню. То есть, когда поступает электричество, здесь создается магнитное поле, оно притягивает сердечник. Сердечник, соответственно, втягивает, ну, то есть опускается, втягивает через это отверстие воду, а потом, когда магнитное поле отключается, да, ну, то есть электричество отключается, магнитное поле отключается, сердечник, пружина специально идет обратно. Из этого места он, соответственно, выйти не может, потому что это вот, видите, резиночка, да, это клапан обратный. То есть получается, как бы здесь вот закрытое пространство, да, сюда не может и уходит через отверстие и поступает в шланг. То есть, по идее, механическая часть вся целая. Разрывов никаких не вижу. То есть, возможно, попала вода. Да, конечно, ну, смысла вообще не вижу ремонтировать. Потому что проще купить. В общем, короче, сейчас подберем вот такие вот болтики. Проверим
герметичность вот этих вот пластинок, и этой тоже. В общем, закрутим, поставим, включим. Если не будет работать, ну, значит, сгорела сама электронная часть насоса, и тогда это насос на выброс. Или на запасные части. Ну, вот это, по крайней мере, можно использовать на таких же типовых насосах. Мембрана та же, например. Сердечко не накрывается, а вот мембрану можно снять. Так, ну вот я поставил наши новые болты, затянул. Затягивать нужно крест-накрест, ну, как обычно колеса автомобильные затягиваете. Крест-накрест. До конца затягиваем, чтобы не перекосилось. Вот. Нашел вот такой удлинитель у себя. Соединил, сейчас будем проверять. Так, ну вот я положил на белье, ну, чтобы вибрации были не сильно слышны. Так, сейчас буду включать розетку. Ничего не происходит. То есть насос не работает. Что могу сказать? Ну, отрицательный результат тоже результат. Ну, значит, есть такая поломка, если вообще не работает электричество, значит насос просто на выброс. А если у вас он работает, ну, гудит и не качает воду, вот, как я вам показывал, да, там мембрана стоит. То есть вот здесь вот поменяйте болтик, мембрану замените, там резинка внутри, и он будет по-прежнему качать. Напоследок, что хочу сказать. Произведя все вот эти манипуляции, все вот то, что ремонтировал, спиливал, я вспомнил, что можно было обойтись гораздо все быстрее и не потратил ни времени, ни материалов, ни свои нервы. Что нужно было просто сделать? Если, ну и, соответственно, вы можете повторить то же самое, если у вас такая же неисправность. Если у вас насос вообще не работает, не то что не качает, гудит, просто не придает признаков жизни. Первым делом проверьте обмотки. Вот. У вас должна быть показывать какое-то сопротивление. Ну, вот я поставил сначала на прозвонку. Она должна была звониться. Видите? Никакой реакции вообще. То есть, соответственно, обмотка электромагнита, она прервана. То есть, скорее всего, где-то сгорела обмотка. Нет контакта. Так что все, что я делал, это был, как говорится, мартышкин труд. Так что не повторяйте их моих ошибок. Поэтому это видео, наверное, чтобы завершить не сколько о ремонте насоса, а как сделать так, чтобы не потратить много времени, и определить раньше, что не работает. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.